Всем привет! Я не снимала видео на YouTube целых полгода, и сегодня в этом вводном видео я хочу рассказать о том, что вообще происходило в моей жизни все эти полгода, рассказать о своих планах на этот канал, что изменится, что останется в том виде, в котором есть. И для новых подписчиков, которые пришли ко мне за эти полгода полного отсутствия контента, я хочу немножко рассказать о себе. Меня зовут Даша, мне 24 года. Я переехала сюда в сентябре 2022 года с родителями. И здесь я нахожусь в статусе студентки и учусь в так называемой высшей школе на дизайнера визуальных коммуникаций и маркетинге. Я жила все это время, все 1,5 года с родителями, и сейчас я в последний месяц живу с парнем, который наконец-то добрался до сюда. Кстати, забавный факт, мы не совсем отдельно от родителей живем. У нас квартира находится на этаж ниже родительской квартиры. Так получилось по удачному стечению обстоятельств. Наш хозяин, когда мы искали квартиру, предложил нам такой вариант. Как раз жильцы съезжали, и это было просто идеально. Эта история, конечно, гораздо более запутанная, но об этом я не буду рассказывать. Мы эту квартиру ждали несколько месяцев, скоро к этому подведу. В общем, у нас здесь происходит такая, как семейка Ворониных, и мы ходим друг к другу в гости, ходим с утра попить кофе, ужинать друг другу, или там кто-то приготовит блинчики, друг другу принесет. Ну, в общем, прям очень классно на самом деле. Так вот, моя голова все это время была забита только ожиданием парня, который должен был приехать в сентябре 2022 года сюда, но так получилось, что ему не дали одну, вторую, третью визы в разные страны, и мы в итоге решили просто податься на ВНЖ через посольство в Москве и ждать какое-то время вот это ВНЖ прямо в России. Это было довольно-таки рискованно, еще этот способ занимает гораздо больше времени, чем попасть в страну по визе и здесь уже получить ВНЖ, но это был наш единственный вариант, и мы на него решились. И в итоге, кстати, именно выдача ВНЖ заняла самое маленькое количество времени. Там получился минимальный срок 3 месяца с подачи. То есть через 3 месяца он уже получил карточку и сразу же поехал сюда. Но вот эти вот все отказы, все подачи и решения о том, что мы будем делать, они заняли как раз большую часть времени. То есть весь процесс занял реально полгода. Мы еще успели даже в отпуск съездить за это время, потому что мы не виделись все эти полгода. Как вы можете понять, мне было совсем не до творчества, и именно поэтому так благополучно заморозился мой YouTube-канал. И вообще заморозилась вся моя творческая деятельность, которой я когда-либо занималась. То есть фотография, видео, продюсирование, абсолютно все заморозилось. И я просто все эти полгода страдала. Ну, конечно, я работала, училась, занималась тоже своими какими-то делами, но я забросила абсолютно все, чем я занималась. Я впала в какую-то очень тяжелую депрессивную яму и полностью потеряла свою творческую часть, свою основную часть вообще такого способа проявлять любовь к миру и иметь какую-то социальную значимость. Но сейчас я взяла себя в ручки и наконец-то начала все это снимать и дальше этим всем заниматься. Так что сейчас я хочу снова вести этот канал, но немножко хочу изменить формат. Я хочу уйти в сторону более такого живого, влогового и travel формата. Информативный контент о том, как переехать в Словению, какие нужны документы, как вообще выглядит система, как происходит этот процесс, вы можете увидеть у других блогеров. На самом деле уже очень много блогеров снимают о Словении. И, конечно же, вы можете обратиться к специалистам, которые действительно компетентны в этом вопросе. Я не специалист. Я могу опираться только на свой опыт, на свои какие-то эмоции, знания вообще, которые я получила всего лишь за 1,5 года. Мой канал — это, так скажем, живой журнал о моей иммигрантской жизни в Словении. Здесь я рассказываю о своих эмоциях, впечатлениях и опыте жизни в Словении. Здесь, конечно, есть какая-то информация, и, естественно, она может быть вам полезной и при переезде, и даже если вы находитесь здесь уже, но
Я не позиционирую себя как консультант, и на многие вопросы я могу даже не знать ответ. Я хочу вести этот канал от лица нашей маленькой семьи, состоящей из меня и моего жениха. Мне кажется, что мы являемся такой некоторой базой для людей, которые собираются переезжать в Словению, задумываются о переезде, по крайней мере. Нам 24 и 26 лет, у нас нет детей, и у нас средний бюджет на жизнь в Словении. Мы планируем вам рассказывать и показывать какие-то интересные моменты из нашей повседневной жизни, снимать видео в путешествиях, больших или маленьких путешествиях, рассказывать о том, чем мы вообще занимаемся, чем можем быть полезными. Я буду в кадре, а Андрей будет за кадром. Это просто, чтобы вы понимали, что он все-таки существует, и он не какое-то мифическое существо. Я, если честно, до сих пор так думаю, большая слишком травма вот этого ожидания. И если вам интересно узнать о том, сколько мы тратим в Словении на нашу повседневную жизнь, на путешествия большие и маленькие в деталях, вы можете проголосовать в моем телеграм-канале по ссылочке в описании, там будет опрос, или написать комментарий под этим видео. Но сразу скажу, что больших путешествий в ближайшее время не планируется, потому что мы экономим и пытаемся вообще рассчитать свой бюджет, куда что мы можем потратить, куда что мы должны отложить. И вообще мы хотим пока путешествовать по ближайшим странам и городам, и я хочу показать Андрею Словению в первую очередь. Также у меня есть мысль вести канал на английском. Я не так хорошо знаю английский для того, чтобы свободно на нем говорить, свободно вести какие-то соцсети, особенно говорить на нем на камеру на улице. Это очень тяжело для меня, но я хочу победить свой страх, попробовать и сломать свой барьер стеснения. My name is Антон. Ты старательный мальчик, Галкин, старательный. Для меня вообще изначально было очень сложно сесть перед камерой, начать перед ней говорить. И я как бы пыталась перейти этот рубеж вообще стеснения камеры, наверное, год. Сейчас мне делать это легче, но первое мое видео было записано, мне кажется, несколько часов с нескольких попыток, и это было просто невероятно тяжело, сейчас уже легче. И пока я не могу представить то, чтобы записывать видео, на английском языке. О, нет, жесть. Это важный вопрос в судьбе канала, и поэтому вы также можете как-то повлиять на мое решение, попробовать и проголосовать также по ссылочке в описании в моем телеграм-канале. Идея в том, чтобы говорить на английском, но накладывать русские субтитры для того, чтобы могли понимать, читать и слушать все, кто хочет вообще потреблять мой контент. И я хочу сразу сказать, что вы, русскоговорящие подписчики, для меня очень важны, и я не хочу отказываться от вас, я не хочу этим действием показать, что мне вы больше не нужны. Это совершенно не так. Я хочу снимать для всех, и я хочу быть полезной для всех. Я хочу быть полезной еще и для европейцев, для словенцев в том числе. Мне действительно важно устанавливать контакт со всеми, кто меня окружает. Сейчас я в Европе, поэтому я хочу устанавливать контакт и с европейцами в том числе. Надеюсь, что вы меня поймете. И сразу же еще хочу рассказать немного о нас обоих. Чем мы занимаемся и что из себя представляем. Я в первую очередь фотограф и продюсер, и я работаю в этой сфере уже 8-й год. Я снимаю во всех жанрах, почти во всех жанрах, которые вы можете себе представить, и вы можете обратиться ко мне с любым запросом. Но в последнее время я специализируюсь на предметной съемке, съемке брендов одежды и нижнего белья, на авторском портфолио и каких-то афишах для музыкантов, преподавателей танцев и художников и так далее. То есть людей творческой специальности, которые продают свои услуги. На съемках, где в кадре задействован человек, почти всегда я работаю в команде с визажистом и стилистом, который помогает максимально четко передать концепцию и сделать картинку идеальной. Также я снимаю видео, продюсирую съемки и занимаюсь визуальным оформлением аккаунтов в соцсетях. Соответственно, и занимаюсь также созданием контента для этих соцсетей. Андрей на данный момент фермер и осьминог. Это он попросил меня написать.
Я столько всего написала. Я написала, какой он вообще просто бог во всем и везде. Просто такой огромный текст, и он сказал: сотри все нахрен и оставь последнее предложение, которое ты написала, про то, что я осьминог и фермер. А у моей семьи сейчас активно развивается бизнес на севере Словении, в регионе Штайрска, производство и продажа сидра. Мои родители купили участок земли 3 гектара меньше года назад, а сейчас работа на ферме кипит каждый день. Совсем скоро мы начнем устраивать различные мероприятия на ферме по типу дегустации и знакомства с производством и нашим продуктом. Не только нашим. Мы продаем еще французский сидр, который привезли собственноручно из Франции, и познакомились со всеми производителями. Возможно, какие-то мероприятия на ферме я буду снимать для этого канала, но вообще я планирую помогать с ведением отдельного YouTube-канала и Инстаграма компании Skibin & Skibin, и именно там будет основная информация и основной контент нашей фермы, нашего сидрового клуба и производства сидра. И если вам интересно смотреть за тем, как развивается кметийский семейный бизнес в Словении и следить за каждым этапом, вы можете подписаться, опять же, по ссылочке в описании на наши соцсети. Кажется, это все, чем я хотела с вами поделиться на этот раз. Это было такое вводное видео, в котором я оправдываюсь и рассказываю, почему я не снимала видео полгода. И следующее видео уже будет в формате влога, на английском или на русском. Всем пока! Тут лампа, блин, и она уже вообще никак не влияет, там не видно, на мое видео. Андрей мне поставил красивый свет, красивую картинку в новой квартире. А свет вообще никак не влияет теперь на это, потому что пока я там разбиралась с аппаратом, который перестал работать, у меня и свет перестал работать, и все стало совсем другим.